Это Юлия Лаванда и ее сын Дамир. В жизни я встречала множество успешных женщин и множество прекрасных мам. Но вот чтобы то и другое так прекрасно сочеталось, это редкость. И Юлия нам расскажет, как ей это удается. Конечно же, что быть успешной женщиной и в то же время быть хорошей мамой – это достаточно сложно. Но я думаю, что я с этим справляюсь. Секретов здесь много не надо. Наверное, самое главное – это уделять ребенку время, пусть даже небольшое количество времени. Пусть это будет полчаса, минут 40 в день, так как я не располагаю большим количеством времени, но это будет качественно проведенное время. То есть я откладываю в сторону все. У нас вот есть каждый день наше время. Примерно полчаса, 40 минут, иногда час. Вот я прихожу с работы, мы либо кушаем вместе, и потом вот у нас есть наше время, когда мы садимся, и я полностью вся его. Я откладываю телефон в сторону, я забываю о работе, я забываю обо всем. Передо мной только ребенок. Конечно же, нужно интересоваться, как его дела, как у него в школе, что он чувствует. Для меня очень важно эмоциональное состояние ребенка, то есть его ментальное здоровье. Поэтому мы очень много беседуем, очень много разговариваем. Я считаю, что в воспитании детей это самое главное – быть всегда во внимании и интересоваться жизнью ребенка. И ребенок это чувствует. Бывает, родители говорят: да мы вот целый день вот с ребенком сижу. Но можно как сидеть целый день? Можно сидеть рядом с ребенком, сидеть в телефоне, либо заниматься своими делами, просто с ним физически находиться. Но ребенку нужно внимание, чтобы мама целиком и полностью отдалась в этот момент ребенку, не занимаясь никакими своими делами, ответила на все его вопросы, поинтересовалась, как его жизнь, как его состояние. И вот это вот, наверное, и является, самым основным в воспитании моего сына. Что в жизни вас больше вдохновляет? Что дает энергию? На самом деле меня очень много чего вдохновляет, и я уже давно поняла, какие вещи меня наполняют, а что у меня забирает энергию. И, конечно же, я стараюсь, чтобы в моей жизни присутствовало больше людей, которые мыслят позитивно. Я не люблю токсичных людей, которые сливают свой негатив. Я всегда готова выслушать, помочь, но когда это не на постоянной основе какой-то негатив. Я все-таки люблю людей, которые любят жить, которые любят жизнь, восхищаются природой, развиваются. Вот такие люди меня также вдохновляют. То есть я люблю общаться с людьми, которые лучше, чем я, которые достигли больше, чем я. И я считаю, что в этом большая сила, потому что только человек, который умный, он будет на этого человека смотреть и вдохновляться, и говорить: я тоже так хочу, и расти вместе с ним, вместо того, чтобы осуждать, вот она какая, вот она плохая, или завидовать, почему у нее это есть, а почему у меня нету. Вот, то есть здесь абсолютно никакой зависти, только восхищение успешными людьми. Второе, что меня очень сильно наполняет, это же, конечно, природа. Я очень сильно люблю все, что создал Бог. Это невероятной красоты море, которое у нас есть. Для меня очень важно находиться рядом с водой. Вода меня заряжает, очищает, наполняет меня энергией. Вся природа для меня — это настоящий источник божественной энергии, что меня вдохновляет, наполняет и дает мне силы осуществлять свои мечты и делать свою работу с любовью, не просто заниматься там каким-либо делом, а все, что я делаю, я прикасаюсь своими руками и вкладываю туда огромнейшую энергию, мою любовь, внутреннюю мою силу. Поэтому я думаю, что мои клиенты, конечно же, чувствуют это и знают. И очень часто такое бывает, когда клиенты просят меня обнять. Можно я вас обниму, пожалуйста? Это такое очень часто случается. Это, как знаете, такой обмен энергией. Я вот создаю, вкладываю свою энергию, и в ответ я получаю очень много. И это, кстати, третий ресурс наполнения меня. Моя работа — это мое любимое хобби, это то, что меня вдохновляет и дает мне энергию. Я работаю
и строю новые планы. С каждым разом, когда я достигаю одну цель, я сразу ставлю новую, еще выше цель. И вот как раз мои благодарные клиенты, которые меня любят и с благодарностью относятся к тому делу, которое я делаю, они меня очень сильно наполняют, конечно же, энергией. Четвертое, что это любовь моего сына. От него также я черпаю очень много энергии. Благодаря ему, когда случаются какие-то, возможно, проблемы в жизни, либо негативные моменты, и мне иногда хочется как-то сдаться, сказать: все, я устала, я больше не хочу. Конечно же, когда я смотрю на него, я не могу это сделать, потому что дети — это наше все, и ради семьи, ради ребенка я все это и делаю для того, чтобы он был счастлив. Ваша женственность и ваши манеры – это от природы или же это результат работы над собой? Но вы знаете, на самом деле я скажу, что я развиваюсь всю свою жизнь, я никогда не останавливаюсь. И в моей жизни достаточно было много тяжелых моментов, и никто не знает, через что мне пришлось пройти. Чаще всего, вот знаете, как люди видят со стороны, они уже видят готовый результат, да? Они видят меня сейчас такой, какая я и есть. Но они не видят вот этого вот бэкграунда, все, что произошло со мной. И у меня была достаточно сложная жизненная дорога, и вы знаете, я за это очень сильно благодарна. И это, кстати, вот забыла упомянуть, что это одно из самых больших источников энергии. И это как правило основное в моей жизни – это благодарность. Каждое утро я просыпаюсь и читаю аффирмации, либо своими словами просто благодарю Бога, благодарю Создателя за все, что у меня есть. И благодарю не только за хорошее, что происходит, но также благодарю за плохие вещи, которые со мной происходят. Потому что когда мы встречаем плохого человека на нашем жизненном пути, который нас обижает, либо какая-то ситуация плохая случается, раньше меня это очень сильно обижало. И я даже задавалась таким вопросом: Боже мой, за что мне это? Почему? Что я сделала не так? Почему это со мной происходит? Но сейчас, когда, конечно же, я уже много чего поняла, осознала, много прочитала и так далее, к каждой негативной ситуации я отношусь с благодарностью. Для меня это урок. Я в первую очередь, когда что-то произошло, я благодарю Бога за то, что это произошло. И сразу не задаю вопрос, за что мне это все и почему это со мной случилось. А я стараюсь увидеть, для чего мне Бог дал этот урок, да? Для чего Он мне его послал. Это как разговор с Богом. Что Он мне хочет сказать, что Он меня хочет научить этой ситуации. И когда вот успокаиваешься и просто принимаешь, да, ситуацию вот такой, какая она есть, тогда ты видишь вот эту вот глубину, суть, то, что тебя хотят показать. Вот самое главное, что хочу сказать, что нужно всегда благодарить за все, что у вас есть в жизни. Это мое жизненное кредо, это то, что всегда мне помогает и наполняет меня энергией также. По поводу комбинации моей женственности и внутренней силы, моего стержня, потому что я достаточно внутрисильный характер, у меня большая сила духа, дух победителя. У меня, если я что-то запланировала, если я что-то вот захотела, все, я иду как бы к своей цели. Вижу цель, не вижу препятствия. Но вы знаете, что это все жизненные наработки, это мой опыт, это мое внутреннее воспитание самой себя, проработка самой себя. На самом деле раньше я не была такая женственная, как вот сейчас. Это благодаря работе над собой, каждодневной работе. Как женщина становится женственной? Когда женщина выполняет женскую роль. Когда женщина балансирует энергию женскую и мужскую в себе. В прошлом у меня, конечно, был дисбаланс в этом. Я могу, наверное, сейчас сказать, что у меня было больше мужской как бы энергии, так как я больше ответственности за жизнь взяла на себя. Это, конечно же, для женщины не есть хорошо, потому что когда женщина находится в отношениях с мужчиной, все-таки мужчина должен давать женщине самое базовое чувство – это чувство безопасности. Когда он закрывает базовые потребности женщины, тогда женщина начинает рядом с таким мужчиной как бы расцветать, и становится более легкой,
разрешает себе позволить быть женщиной. Конечно же, девочки, что чтобы быть женственной, работать над собой нужно, работать над своим характером, работать над своим телом. Мою женственность поддерживают мои физические упражнения. Стараюсь ходить, посещать спортзал. Обязательно нужно делать массаж. Это все наполняет женщин нашей женственной энергией, раскрывает нашу женственность. Потому что женщина, она раскрывается в удовольствии. Женщина создана для того, чтобы получать удовольствие. То есть посещение бьюти-услуг, бьюти-красоты. Нет у вас настроения, чувствуете, что нет ресурса, пошли в салон, сделали себе уход для лица, пошли себе сделали волосы, ногти. В этот момент женщина расслабляется, вот в наслаждении к ней приходит вот эта вот вкусная такая вот энергия, да, которую она потом заряжается, из которой она потом может прийти в свою семью и радовать, наполнить своего мужчину, дать энергию своим детям, потому что если женщина не ресурсная, если в ней нету вот этой вот энергии, она сама не может создавать, себя реализовать. И также она не может привнести в семью вот эту вот энергию. Понимаете, как это все взаимосвязано? А ведь мужчины, они же идут на энергию. Я думаю, что вы много раз видели, что бывает такое, женщина, например, там не супермодельной внешности, не суперкрасотка, да? Но вот к ней прям тянет, вот она такая прям вот классная, это на энергетическом уровне. А бывает, вот перед вами будет стоять супермодель, и вот она, ну вот никакая просто. Вот она красивая, но ты не понимаешь почему, но тебя вот к ней не тянет. Вот так же вот и мужчины, и окружающие люди, они ощущают вот эту вот женскую энергию. Поэтому вот это действительно работа над собой. Девочки, работайте, наполняйтесь энергией. Конечно же, это чистота мыслей. Нужно всегда мыслить позитивно, стараться абстрагироваться от негативного мышления, потому что это то, что забирает нашу женскую энергию также и разрушает нас изнутри. Ходите на природу, ходите на бьюти-процедуры и старайтесь быть в ресурсе. Как вы справляетесь с токсичными клиентами? Ну, конечно же, я очень рада, что у меня основные мои клиенты — это очень приятные люди, это красивые девушки, очень благодарные, поэтому я не очень часто, скажу честно, сталкиваюсь с какими-то токсичными клиентами, либо те, кто комментирует как бы мою работу. Но иногда, конечно же, такое случается, и это нормально, это же жизнь, мы не можем полностью всем нравиться, это понятное дело. Как я с такими людьми справляюсь? На самом деле раньше меня это очень сильно обижало, мне было вот досадно внутри, мне было непонятно, вот почему они ко мне так, они же меня не знают, или вот, ну было мне неприятно, меня это обижало, скажу честно. Но потом, когда все-таки я себя проработала, много чего осознала, на самом деле сейчас я реагирую абсолютно по-другому. Меня это абсолютно не задевает. Какие эмоции у меня вызывают эти люди? Единственное, что вызывает, это вот жалость, наверное. Потому что когда у человека все прекрасно в жизни, когда у него есть цели, ему есть чем заняться, и человек счастлив, поверьте мне, он никогда не будет сидеть и комментировать, кого-то обсуждать или кого-то обливать грязью, либо самоутверждаться на фоне другого человека. Это вот абсолютно. Если человек этим занимается, значит у него есть время на это сидеть, смотреть, комментировать, изливать вот эту всю внутреннюю грязь. Ну, тогда только этому человеку можно посочувствовать и пожелать, чтобы все-таки он нашел свою дорогу и нашел свое исцеление, как бы, так сказать. Поэтому меня это не обижает, я абсолютно спокойно реагирую, и никак меня это не задевает. Я всех благодарю и всем всегда от чистого сердца желаю только добра и любви. Любовь победит все зло. Свет. Главное быть наполненным светом изнутри, потому что там, где свет, там не будет тьмы. Юлия, а как же вы вот попали в Египет? На самом деле это была очень давняя история, немножечко отличающаяся от здешних историй, так как мы с мужем познакомились, с бывшим моим мужем, мы познакомились в Украине.
Тогда мы были студентами, мне было всего лишь 19 лет, и я встретила своего бывшего мужа. Это была любовь с первого взгляда, вот и у него, и у меня. Но это действительно такая вот была встреча. Бог захотел, чтобы мы встретились, судьбоносная встреча. Конечно же, у нас все появилась любовь, все закрутилось, потеряла голову от любви, как и все. И мы женились в Украине, я вышла за него замуж. Там у нас появился прекрасный сын, и я очень благодарна своему бывшему мужу за то, что он встретился мне, потому что у нас прекраснейший ребенок. Это благодарю каждый день Бога за то, что Бог мне послал такую светлую душу. Вот. После этого мы переехали, когда началась вот эта вот военная вещи в Украине с Россией в 2014 году. Мы решили, что оставаться в Украине будет небезопасно, и муж предложил нам переехать в Египет. И хотя я не очень себя представляла, как я могу жить в Египте, у меня там было все хорошо в моей стране, но я на самом деле очень переживала за будущее своего сына, и мы все-таки приняли совместное решение переехать в Египет. Переехали мы сюда в Египет, и здесь мне пришлось все начать с нуля, абсолютно, все сначала. Не могу сказать, что это было легко, это был действительно сложный путь. Начинала я с мастера маникюра, работала на дому, и постепенно росла, развивалась, все время училась, конечно же, потом стала косметологом, открыла свой салон, вот как уже 4 года мы работаем в Бритише. И вот, в принципе, таким образом я попала сюда. Вместе мы с мужем были 10 лет. Да, 10 лет. Сейчас мы в разводе с ним. Но что хочу сказать, интересное также, что я очень удивлена, что у нас так все произошло. И это очень редко такое встретишь, когда люди действительно расходятся как взрослые, осознанные личности, которые беспокоятся о ребенке, не травмируя его, да. Я благодарна мужу за все, что он для меня сделал, за нашу совместную жизнь, за ребенка. И еще больше ему благодарна, что он нашел в себе силы меня отпустить. И отпустить меня не по-грязному, как, знаете, делать мне пакости, я у тебя заберу ребенка, я там тебе закрою выезд и все, всякое такое. Он на самом деле действительно доброй души человек. Я бы сказала, с этой стороны он порядочный. Он ничего плохого мне не делал абсолютно, не делал мне никакие пакости. Мы с ребенком моим можем в любое время выезжать, путешествовать, нету никаких ограничений. И также я никогда не запрещаю сыну общаться с папой. Они общаются с папой, они созваниваются, сын его безумно любит, очень. И это, я считаю, что правильно, когда родители не говорят грязи, не льют грязь на другого родителя, потому что этим люди только травмируют, наносят травму ребенку. Ребенок, он не понимает, почему взрослые расходятся. Он любит одинаково как маму, также и папу. И чтобы ребенка не травмировать, конечно же, я всегда только хорошо отзываюсь о своем бывшем муже, говорю, какой у него замечательный папа, папа самый лучший, естественно, для того, чтобы ребенок вырос ментально здоровой личностью, без минимум было травм. Естественно, развод — это травма для ребенка, но как бы я стараюсь это минимизировать. С мужем мы также находимся в хороших, с бывшим мужем, находимся в хороших отношениях, мы с ним общаемся по поводу сына, иногда видимся как бы. Так что развод в Египте может пройти адекватно, нормально, и египтяне бывают разные. Бывают вот тоже нормальные, которые... Вот просто вы знаете, вот бывает, меня часто задают вопрос, вот почему, да, почему вот вы разошлись. На самом деле я могу сказать, что, наверное, спустя эти 10 лет я все-таки поняла, что мы движемся в разном направлении. Наши дороги разошлись. Ему в одном направлении, мне в другом. И нам уже больше не по пути. И когда видишь, что уже человек движется не в ту сторону, куда тебе нужно, я считаю, что такие отношения все-таки лучше
осознанно, правильно заканчивать, чтобы найти свой путь. Потому что если этого не сделать, просто можно потерять себя. А для меня очень важно быть целостностной, доверять себе и делать то, что действительно мое внутреннее я, моя душа хочет. И вот как бы нам стало не по пути, и мы разошлись. И на самом деле я очень рада этому. И благодарю также за этот момент, потому что в этот момент я снова вернулась к себе, я обрела себя. Я вот эти вот несколько лет, пока мы не вместе, я как раз посвятила их себе. Я нашла контакт с внутренним «я». И это на самом деле очень сильно мне помогает в жизни. И у меня произошел большой скачок, и я очень много чего как бы достигла в это время, только благодаря тому, что я вернулась к себе. Я начала задавать себе вопросы: а что ты действительно хочешь? А что делает тебя счастливой? И когда вот вы честно садитесь сами с собой, задаете себе такие глубокие как бы вопросы и на них отвечаете, вы увидите, сколько в жизни может измениться. Жизнь — это просто сплошные чудеса. Просто нужно в них верить. И знаете еще, что самое интересное, что мы с мужем настолько хорошо разошлись, что вот сейчас он уже женился, и я ему, конечно, за него искренне очень сильно рада, потому что на самом деле бывший муж, он же никогда не станет чужим человеком, да? Это все-таки человек, с который со мной прожил 10 лет. И я как бы все равно, вот мне будет приятно знать, что у него все хорошо. Я не могу сказать, что я переживаю за него, но вот мне приятно знать, что у него порядок в жизни, все хорошо. Мне как бы на душе так спокойнее, чтобы не переживать за него. И вот буквально недавно узнала хорошую такую новость, что он женился, и сама лично знаю его жену. И знаете, что самое интересное, что его жена моя клиентка. Она вот ко мне ходит на процедуры, очень милая девочка, приятная, египтяночка, красивая. Мы с ней работали с лицом, подготовили ее к свадьбе. Да. И самое приятное, что, вы знаете, она мне вот настолько доверяет, ну вот представьте, вот как бы другой человек. Пошла бы ли эта девушка к бывшей жене твоего мужа на какие-то такие как бы серьезные даже процедурки? Как бы другие люди, которые слышат эту историю, они говорят: боже мой, как она не боялась к тебе пойти, а вдруг бы ты там вот от злости там или от чего-то бы что-то бы плохое сделала. Конечно же нет, у меня никогда такого нету, я все отпускаю с любовью и с добротой, искренне от всего сердца. И настолько неприятно, что даже я слышу от других людей, что его жена обо мне всегда очень хорошо отзывается. Она говорит, что я очень люблю Юлю, она очень хороший человек, профессионал своего дела, поэтому у нас с ней вот прекрасные отношения, и абсолютно нету никакой ни ревности, ни какой-то там ни зависти, ну абсолютно ничего. Это вот чистые, красивые отношения. Вот что хотела сказать. Такого вы, наверное, еще в Египте не слышали. И, девочки, хотела вам поделиться еще своим советом, своим опытом точнее. Если вы мама ребеночка, если вы воспитываете сына, либо вы воспитываете дочь, для того, чтобы воспитать счастливого, здорового ребенка, самое главное — это счастливая мама. Ничего важнее, чем это, не может быть. Поверьте, все, что бы вы ни говорили вашему ребенку, если он это не видит в своей жизни, у него только будет диссонанс. Он не понимает, почему вы ему говорите одно, а делаете другое. У счастливой мамы счастливый ребенок. И наоборот, у счастливого ребенка счастливая мама. Поэтому, девочки, вы должны быть у себя на первом месте. Занимайтесь собой, развивайте себя, никогда не останавливайтесь, наполняйтесь энергией, потому что с этой энергией вы можете делать великие дела. Вы должны вкладывать эту любовь и вашу энергию в ваших детей. Вот только представьте, как важно для сына мама. Это же его первое знакомство с женщиной. От того, как мама выглядит, ребенок будет помнить, как мама пахнет,
как мама за собой ухаживала, какие у мамы были волосы, да, и как мама с ним общается. То ли мама его обнимает и целует, и говорит ему, что она его любит, то ли она на него там только вот кричит. То есть наша задача как женщин — воспитать наших детей в любви, вложить в них любовь, чтобы когда наши дети выросли, он же будет искать себе женщину, подобную маме. У него будет определенный стандарт и понимание, кто такая женщина, да? И так же самое для девочки. Если у вас есть доченька, обязательно вы должны быть примером для своей дочери. Вы должны ее с детства уже научить, как за собой ухаживать, вот, чтобы у нее была эта женственность, чувство уверенности, самодостаточности, да? Тогда она будет уверенная в себе, и это даст ей возможность выстроить правильные отношения в будущем с мужчиной, не попасть в какие-то абьюзивные, да, отношения, когда она сможет выстроить свои личностные границы, потому что она знает, кто она есть и чего она достойна. Вот в этом задача родителей. И не только мамы, конечно же, и папы. Папа дает ощущение защиты, да. Поэтому очень важно, чтобы папы, особенно своим доченькам, дарили очень много любви, говорили, какая ты у меня прекрасная, какая ты у меня принцесса, самая красивая, и все. Чтобы когда эта девушка вырастет, чтобы у нее не было недостатка этой любви. Иначе, если она встретит первого попавшегося, и он ей скажет, какая ты прекрасная, какая ты красивая, она этих слов никогда не слышала, конечно же, она потеряет голову, она будет согласна на все. И тогда будет опасность того, что ваш ребенок может попасть в будущем в нехорошие, нездоровые отношения. Поэтому вам совет, если вы хотите вырастить здоровых детей, в первую очередь обратите внимание на себя и на свое поведение, на свое состояние, что вы транслируете и что вы показываете ребенку, потому что слова, они не важны. Важно ребенку видеть глазами, и чтобы это соответствовало тому, что вы говорите. Всем желаю удачи и любви в ваших семьях, растите ваших здоровых, красивых детишек, и не забывайте, конечно же, о себе. И, конечно же, девушки, если вы чувствуете, что вам нужно наполниться женской энергией, хотите себя побаловать, конечно же, я буду очень рада видеть вас в моем салоне. Приглашаю вас на бьюти-услуги, и со мной вы почувствуете себя абсолютно новой, красивой и наполненной женщиной. В последнее время частенько там слышу про меня, я вообще не спрашиваю и не слушаю, что говорят, но иногда мне доносится, что обо мне говорят, вот Юлия Лаванда, вот она такая стала, у нее там high nose, она слишком высокого мнения про себя. Но знаете, просто те люди, которые меня не знают, видят со стороны, возможно, для них это кажется вот так вот со стороны, но не нужно путать high nose и чувство собственного достоинства и самодостаточности. Потому что, да, я уважаю себя, я достойна этого и этого, я знаю, чего я достойна, потому что никто не знает, что я сделала в своей жизни и к чему я пришла. И да, действительно, я горжусь своими результатами. Почему нет? Почему человек не может гордиться своими достижениями? Правильно? И это не называется high nose. Я никогда никого не оскорбляю, либо самоутверждаю за счет другого. Вот это вот как бы было бы уже дурной тон. У меня просто выстроены свои границы, и здесь вот путается high nose со словом самодостаточность. Вот что я хотела сказать. Поэтому как бы те, кто меня близко не знают, они, возможно, также не знают, какой я человек. Поэтому не нужно никогда делать выводы о человеке, прежде чем вы его сами лично узнаете, потому что мнение окружающих и ваше мнение может быть абсолютно разным, отличаться. И еще что очень важно хочу сказать, что вы же понимаете, что каждый человек видит в другом человеке ровно то, чем наполнен он сам. То есть если человек достаточно негативный, на негативной энергии, наполнен грязью внутри себя, он, конечно же, ищет только недостатки в людях. Он видит все плохое. Ой, в этом она плохая, вот она такая, вот она сякая. Если человек
наполнен любовью, наполнен светом, он даже и не видит этого. Он смотрит на красоту. Ну что ж, на сегодня все. С Юлией мы обязательно встретимся. Ну а сейчас она пошла работать. Координаты Юлии я оставлю под видео, и вы сможете записаться к прекрасному мастеру, эксперту по перманентному макияжу. И до новых встреч в Египте. Пока-пока! Thank you.